Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на первую половину сентября для знака зодиака Весы. Мы коснемся сферы работы, карьеры, бизнеса, финансов, отношений. Также мы получим совет или предупреждение от Таро, совет от королевы Луны, оракула. Ленорман покажет нам сюрприз, неожиданность. Также будет у нас маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Поэтому пока я готовлю ваш расклад, подумайте, на какой вопрос вы хотите получить ответ. Весы, первая половина сентября. Что у вас будет происходить в начале сентября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Что у вас будет происходить? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. На дне колоды ваша карта. Может быть, вам нужно будет принимать какое-то важное решение в конце этих 15 дней. Здесь вам нужно проявить стойкость, характер, продумать. Здесь тоже карта стратегии. Это человек, который держит руку на пульсе, у него все под контролем. Может быть, здесь еще способность управлять другими людьми, или здесь нужно будет урегулировать какие-то конфликты, споры, потому что в совет все-таки ложится пятерка жезлов. Это какие-то диспуты, споры. Может быть, вам нужно доказать свою правоту или свою точку зрения. То есть действовать как король мечей с позиции разума. Но также, может быть, вам нужен будет какой-то специалист, консультация с таким человеком. Это может быть кто-то, кто облачен властью, полномочиями, а также это может быть врач-хирург, преподаватель, может быть, в школе какие-то вопросы возникнут. Также это может быть военный, юрист. Может быть, нужно будет обратиться за консультацией. Может быть, что-то связано с недвижимостью или какой-то кризис. Иерофант. Пятерка пентаклей — это может быть проблемы со здоровьем, проблемы с недвижимостью или финансовые трудности. Так, хорошо. Так, здесь вот какие-то споры могут быть или у женщины, или с женщиной, может быть, даже какие-то ссоры, диспуты. У кого-то здесь, конечно, и секс. Но секс по крысам, то ли тут отсутствие романтики, а вот чисто просто секс. Или здесь какая-то недосказанность в отношениях. Да, здесь тайная связь может быть. Так, ну раз они выпали, я их оставлю. Ну, сюрприз, как правило, проигрывается не для всех. Может быть, конечно, еще это по сердцу ваши эмоции. Это я говорила, вам нужно какую-то точку зрения свою доказать. А пятерка — это ведь тоже какие-то беспокойства, недостаток чего-то, как и крысы, может быть, потери, ущерб. Тут вам нужно будет вот как-то уравновесить или вот с кем-то проконсультироваться, если это касается каких-то дел или работы. В начале сентября праздники, да, ну, может быть, у кого-то ребенок в школу пошел, будете отмечать начало учебного года. Так, сейчас чуть-чуть пущу, вам не видно. Также это карта сбора урожая. То есть вот 3 человека над чем-то трудились и получили урожай. Но это не окончание, это как бы промежуточный этап. То есть вы выполните в начале сентября какую-то работу и будете очень этим довольны. Еще это может быть какие-то ваши семейные праздники, или это может быть получение новой работы, или удачная сдача экзаменов.
Также это проект какой-то сдадите, получите прибыль. А у кого-то здесь подготовка к свадьбе, может быть, помолвка, известие о беременности. У кого-то или известие о беременности, у кого-то, может быть, уже рождение малыша, у вас или у ваших близких. У кого-то новая любовь, знакомство, и куда-то будете ходить вместе, может быть, приглашение на свидание. Да, ну, карта влюбленности. Хорошо. Для тех, кто в отношениях или в браке, ложится старший аркан Верховная Жрица. Оно в первую очередь карта может показывать какие-то тайны, секреты в вашей любви в отношениях. Может быть, у кого-то здесь присутствует тайная связь. И эта тайная связь вас очень сильно расстраивает. Тут даже уже практически стресс. То есть карта показывает, что вас гложет какая-то ситуация, но тут сердце ложится, или что-то связано с вашими эмоциями, или с отношениями. Еще может карта показывать влияние какой-то женщины, скорее всего, чьей-то мамы. Может быть, кто-то вмешивается в ваши отношения. Почему пятерка-то легла? Это с кем-то конфликты, ссоры, разбирательства. Это расставление границ. Ну, давайте посмотрим. Да, расставление границ. Ну, тут защита. Или защита вашей любви, или защита вообще ваших отношений. Или здесь присутствует, я говорю, может быть, в браке какие-то измены. Вам нужно отвоевать завоеванную территорию, завоевать, как бы отстоять вашу любовь или отстоять ваши интересы. Так, рыбки, с кем вы здесь боретесь? Да, и страхи. Страхи, что вас оставят, или что вас не любят, или реально кто-то вмешивается в ваши отношения, и вам это сильно портит жизнь. Так, что вам совет посмотреть? Давайте совет вам посмотрим. Если вы с кем-то живете и у вас плохие отношения, здесь карта говорит, что нужно, наверное, подумать о том, чтобы съехать. Вот, стать хозяйкой своей империи, своего дома, своей семьи. Также здесь, ну, вообще решение вопросов с жильем. А если реально у вас, например, у женщин муж загулял, то здесь карта говорит, что нужно бороться за, отстаивать, может быть, бороться за свою собственность. Когда вы примете решение разводиться и делить нажитое, может быть, человека это немножко остудит. Также, конечно, для женщин карта может показывать соперницу. Может быть, вы о ней знаете. Это или любовный интерес на стороне, или это супруга вот этих тайных отношений. И женщина, скорее всего, обеспеченная, занимает крепкое положение. Поэтому вас это и пугает, что вы понимаете, что человек вряд ли уйдет из семьи. Потому что еще в конце у нас ложится семерка. Семерка — это когда мужчина увиливает, не хочет принимать никакого решения, как бы его и так все устраивает. Конечно, здесь может быть и женщина замужем. Но еще это обман, это предательство, уловки. Человек действует тайно, что-то от вас скрывает. Да, кто-то из рыб, может быть, и сам так действует, но в любом случае семерка не очень приятная карта, она говорит о каком-то подвохе. Это может касаться и работы, потому что здесь пятерка мечей, здесь какая-то очень конфликтная ситуация будет. Так, для тех, кто в поиске, ложится маг. В первую очередь карта говорит о знакомстве. Мужчина будет очень активен в этих новых отношениях. Но если вы в кого-то влюблены, у вас есть кто-то на примете, вот сейчас эти 15 дней карта говорит: действуйте. Расскажите человеку о ваших чувствах, признайтесь в любви. Есть шанс начать отношения с тем, кто вам очень нравится. Тройка кубков — это начало новых отношений. Потому что вот особенно, может быть, для женщин здесь, да, вот нравится мне кто-то. Кому-то я испытываю очень большие чувства. Но я боюсь, я сейчас подойду, человек меня отвергнет, и из-за этого я уже нахожусь в стрессе. Тут вам карта говорит: действуйте. Так, ну и какой у вас результат? Тут вы должны принять решение. И есть шанс начать отношения, но все будет зависеть от вас. Проявите решительность. Хорошо. Работа, карьера, бизнес, пятерка мечей.
Да, здесь какие-то конфликты, ссоры. Это может быть на работе, это может быть в коллективе. Также это может быть с начальством. Но еще это может быть соперники, конкуренты, недоброжелатели. Карта говорит, что вы можете быть втянуты в какие-то конфликты, ссоры, разбирательства, в какую-то войну. Но здесь нет победителей. Также и вы можете сами какую-то войнушку организовать. Но это может прийти к тому, что вы можете потерять работу. Вот в совет ложится пятерка. Она говорит, даже если какие-то спорные ситуации будут возникать, например, на работе, все равно старайтесь их решать более мирно. Да, доказывайте свою правоту, не давите на людей, что вот я сказала или сказала только так, а твое мнение, оно неправильное. Из-за этого вы можете кого-то обидеть. Это может быть бизнес-партнеры или какие-то коллеги на работе. Поэтому, может быть, клиенты даже. Поэтому здесь карта говорит, все-таки пятерка жезлов, она мягче. Это диспуты, это когда мы доказываем свою правоту, предоставляем доказательства, аргументы, факты, но ни в коем разе не воюем. Так, давайте совет посмотрим. Восьмерка. Вот как в совет, карта говорит, сейчас не время действовать, нужно вот выждать что-то. Может быть, вопрос решится сам. Потому что вот сердце это может быть любимое занятие, любимая работа. Но вот эта карта, это конфликты, разбирательства, ссоры, выяснение отношений, которые могут привести к разрыву этих отношений, к потере. Вот здесь карта говорит, вот эти 15 дней будьте более аккуратны. Наоборот, вот приспосабливайтесь вот к тому, что происходит на вашей работе. И в то же время, если кто-то реально против вас будет действовать не самыми честными методами, то, что вгоняет вас в ограничения... Так, сейчас. Да, не надо действовать. Не надо действовать. Сейчас не время. Нужно что-то выждать. Начнете разбираться, сделайте хуже. Да, но прислушиваться нет, это решать, конечно, вам. Но, как правило, умеренность говорит, что человек ждет, выжидает удачного момента, как я сказала по семерке, когда он сможет действовать. Если пойдете сейчас в лоб, может быть, выставите какие-то ультиматумы по пятерке мечей, то можете вообще потерять эту работу или этот бизнес, или какой-то проект. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, здесь карта может показывать или нахождение работы, связанной с поездками, может быть, это какая-то логистика, доставка, перевозки. Или вам для того, чтобы найти работу, нужно будет куда-то уехать. То есть вам нужно будет здесь принять решение. Пятерка говорит о том, что нет предложений, нет работы той, на которую вы рассчитываете. Это может быть поездка в другой город или в другую страну. Финансы, тут будут траты на дом, может быть, у кого-то какие-то тут переделки, стройки, кто-то, может быть, будет праздновать новоселье. Еще это траты на свадьбу. Тут мы вот смотрели. Да, тайна, оборона. Ну, как таковой свадьбы я здесь не видела. Но вот какие-то праздники, да, у нас. Может быть, у вас тут день рождения, юбилей, какая-то праздничная дата. Или вас куда-то пригласят, нужно будет покупать подарок. Ну, а также это может быть нахождение новой работы, может быть, влиться в какой-то дружный коллектив. И в конце, давайте мы эту семерку уточним. В конце у вас ложится семерка мечей и ложится еще ваши карты. Здесь, может быть, вы будете продумывать какую-то стратегию, план. Иногда семерка говорит, что вот как-то в лоб какую-то проблему мы решить не можем. Нам нужно вот как-то, как вот раньше при коммунистах было, с заднего хода зайти и решить вопрос. Может быть, вот с каким-то королем мечей. Или здесь, может быть, нужно проконсультироваться. Какой-то вопрос заставит вас, вот, заведет вас в тупик. Вы не будете знать, как его решить. Может быть, нужно будет обратиться к адвокату, например. Или, да, сомнения какие-то. Или, может быть, что-то здесь связано с недвижимостью.
Но еще это столкнуться, конечно, с предательством, с обманом, с мошенничеством. Да, какая-то ситуация, из которой вы не видите выхода. Может быть, вы ее продумывали, взвешивали, как или что. Так, ну, очевидно, у вас... Так, какая-то звезда у нас. Здесь может быть начало нового бизнеса, проекта. Вот я хочу уйти с этой работы, но карты говорят, пока еще рано, у вас еще план не созрел. Сначала все продумайте, а уже потом принимайте решение. Кто-то будет стоять в ожидании получения новой работы, но для этого вам нужно будет вот куда-то уехать. И это работа, которая даст вам надежду на будущее. Это какой-то очень крупный проект, но для этого вот стоит земной шар, держит. Для этого вы понимаете, что здесь, где вы находитесь, вы его осуществить не можете. Значит, нужно уезжать. А по семерке, может быть, вот, например, за границу уехать, вот прямо у вас не получается. Для этого вам нужно вот как-то искать окольные пути. Сейчас пришла мысль, может быть, для кого-то из весов, для того, чтобы закрепиться за границей, найти работу, может быть, здесь будет женитьба по договоренности. Забыл, как слово называется. Ну, то есть, когда вы платите деньги и расписываетесь с человеком для того, чтобы получить гражданство или разрешение на работу. Да, в совет вам говорят, дискутируйте, но не ругайтесь. Да. Хорошо, давайте мы посмотрим совет от оракула Королевы Луны. Так. Ну, раз она перевернулась, вот здесь много карт. Ну, вот эту первую возьмем. Power. Power – это сила, это мощь. Карта вам советует почувствовать свою истинную силу, которая есть внутри вас. Сияйте. Не скрывайте того, кто вы есть на самом деле. Раскрывайтесь. Сейчас Вселенная будет давать вам очень много новых возможностей. Их обязательно нужно использовать. Но для этого вы должны поверить в себя. Хорошо. И еще у нас будет маятник для весов. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос, да или нет. Маятник, ответь, пожалуйста, весам на вопрос да или нет на первую половину сентября. Ну, я надеюсь, вы видите. Ответ да, о чем бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего.